Prey 2017 года – многоплановое произведение. С одной стороны, это история о вторжении пришельцев на космической станции Талос-1. В то же время важную роль в сюжете играют размышления о трансгуманизме, его рисках и выгоде. Недалеко от истины и мнения, что сама игра – это такая 25-часовая иллюстрация проблемы вагонетки. Но в конечном итоге создатели используют все эти идеи, чтобы разобраться, что же такое человек. Привет, меня зовут Аня. Сегодня мы поговорим о том, как, вооружившись современной нейробиологией, Arkane Studios нашли выход из основной дилеммы трансгуманизма. Конечно, в видео будут спойлеры к Prey, а также к сумме теологии Фомы Аквинского. Не читали? Не страшно, к концу ролика все будет понятно. Узнаете, что разработчики Prey понимают под термином «человек». А пока и ты будь человеком. Подпишись на канал. Поехали! Что есть человек? Вопрос старше самой научной фантастики. В разное время свои версии озвучивали ученые, теологи и философы, а позже тему подхватили фантасты, пытаясь найти границы человеческого. Эта проблема завела в тупик немало авторов. Серия Deus Ex смогла приблизительно очертить суть проблемы, но не найти решения. Казалось бы, четкого ответа тут просто не может быть. И тем не менее, разработчикам из Arkane Studios удалось отыскать его. Для этого пришлось всего лишь разобрать до основания идеи трансгуманизма, обратиться к современным достижениям нейробиологии и заодно решить центральную проблему добра и зла. Prey — требовательная к игроку научная фантастика, и поэтому сначала мы рассмотрим игру в контексте более ранних произведений. Покорение космоса было одной из первых тем, которые затронула фантастика. Казалось, освоение космоса – ключ к беззаботному существованию человечества. В 60-е культовый фантастический сериал Star Trek даже сделал своим слоганом фразу «Космос – последний рубеж». Space, a final frontier. К сожалению, колонизация других миров никак не изменила человеческую природу. За пределами Земли людей по-прежнему ждали голод, бедность, войны и болезни. Позднее многие начали искать утешение в трансгуманизме. Это философское течение рассматривает идею улучшения человеческой природы при помощи новых технологий. Но поскольку в основном это касалось физического усиления, фантасты начали опасаться, что трансгуманизм не устранит человеческие недостатки, а наоборот, усилит их. Все эти страхи воплотились в киберпанке, в нейромантии, схизматрице, призраки в доспехах и многих других. Здесь мы видим, что люди стали сильнее, быстрее и выносливее, но остались такими же несчастными. Prey специально подчеркивает разницу между улучшенными людьми и обычными. У Екатерины Ильюшиной редкое заболевание, из-за которого она не может установить себе нейромоды. В век, когда каждый второй благодаря улучшениям стал талантливым, Ильюшина боится, что люди узнают о ее недуге, что она хуже других. С популяризацией трансгуманизма как никогда актуальной стала проблема Тизея. По древнегреческой легенде это корабль, в котором постепенно поменяли каждую деталь на новую. Остался ли он самим собой? В контексте трансгуманизма вопрос можно сформулировать иначе. Если в человеке заменить все части тела на искусственные, останется ли он человеком? В Prey кораблем Тизея становится Морган. Согласившись на эксперимент по многократной установке и извлечению нейромодов, главный герой несколько раз меняется до неузнаваемости. И понять, каким же Морган был до начала опытов, крайне затруднительно. Но чтобы ответить на вопрос, остался ли Морган человеком, нужно четко понимать, что мы подразумеваем под термином «человек». Эта проблема получила широкое освещение в поджанре фантастики о контакте с пришельцами. Именно на контрасте с инопланетянами многие произведения подчеркивали те или иные черты людей. Несомненно, интересовала фантастов совсем не биология. На Земле и так полно других видов животных. Людей от остальной природы отличает наличие разума, человеческого разума, так как многие наши решения продиктованы не только логикой, но и эмоциями. Именно гипотетические когнитивные и культурные отличия становились основой для фантастических произведений. Для трансгуманизма эта проблема имеет практическое значение. Нам необходимо понимать, какие красные линии не стоит пересекать, если мы хотим остаться людьми.
Даже на сегодняшний день на этот вопрос не существует однозначного ответа. С одной стороны, ваш сосед не перестанет быть человеком только потому, что заменит себе руку механическим протезом. С другой стороны, последствия вмешательства в геном или вживления нейроинтерфейса в человеческий мозг все еще неизвестны. Будет ли чип Илона Маска влиять на разум и поведение человека? Если верить бизнесмену, устройство поможет бороться с деменцией. Но какие могут быть побочные эффекты такого влияния на мозг? Это современникам лишь предстоит выяснить. И будто бы далекая перспектива нейромодов и спрей еще на шаг становится ближе к реальности. И все же самыми непредсказуемыми остаются улучшения, которые затрагивают нашу психику. Они могут повлиять на то, как мы будем воспринимать окружающий мир, понимать добро и зло, как будем принимать решения и относиться к другим людям. Такие улучшения могут как спасти человечество, избавив его от постоянных войн и недопонимания, так и уничтожить его, разрушив связывающие общество узы. Подобная идея встречается в последнем большом произведении Аркадия и Бориса Стругацких «Волны гасят ветер». В нем от человечества отделилась группировка сверхлюдей, которая отличалась в первую очередь не силой, а образом мышления. Такие идеи распространены не только в фантастике, но и в философии XIX века. Например, Фридрих Ницше выдвигал гипотезу, что именно новый образ мышления будет отличать сверхчеловека от его предков. И эти идеи рассматривает и Прей. В игре улучшения человека в первую очередь ментальные, психические. Нейромоды дают феноменальную память, скорость реакции, глубокое понимание математики и других наук. Физическое улучшение же имеет второстепенное значение, словно что-то само собой разумеющееся. Перефразируя фантастику 20 века, слоган компании TranStar гласит «Разум – последний рубеж». Но для ребят из Geekbrains разум уже давно преодоленная планка, и они с радостью поделятся сокровенными знаниями с тобой. Прямо сейчас образовательная экосистема от Mail.ru Group набирает студентов на факультет геймдизайна. От тебя требуется лишь любовь к играм. Во время обучения ты сам разработаешь концепцию новой игры и подготовишь для нее документацию. Тебя научат делать прототипы, используя базовые знания в Unreal Engine 4. Расскажут о монетизации твоих будущих проектов. А любителям сюжетных игр поведают об особенностях их создания. Студенты на курсе пройдут 2 геймджема по созданию игр. Курс геймдизайна – это не только теория, но и постоянная практика. Обойти подводные камни тебе помогут действующие специалисты топ-компаний страны с опытом работы более 5 лет. Причем у каждого студента будет наставник. После обучения ты будешь готов к работе на должности геймдизайнера, а ребята из Geekbrains помогут трудоустроиться. В противном случае тебе со 100% гарантией вернут деньги за обучение. И даже так у тебя в портфолио все равно уже будет 6 готовых проектов и сертификат государственного образца. Курс можно оплатить в рассрочку от 5800 рублей в месяц, а по промокоду DTF45 получишь скидку в 45%. Все подробности по ссылке в описании. А мы пока вернемся к Прей и проблемам трансгуманизма. Несомненно, нет ничего плохого в хорошей памяти, смекалке или восприятии. Но что, если нейромоды позволят избавиться от чувства боли, от волнений и переживаний? Что, если они заставят смотреть совсем иначе на знакомых и близких? Серьезные изменения психики неотвратимо повлияют на то, какие решения принимает человек в обычной жизни, а это на корню изменит наше общество. Разработчики поставили себе амбициозную цель – найти грань, которая отделяет человеческое мышление от любого другого. Самый очевидный способ – показать чужой разум, придумать непохожих на людей пришельцев, а в Prey тифоны действительно получились нечеловечными. Но это всего лишь верхушка айсберга. На примере главного героя Моргана Ю Arkane Studios продемонстрировала, как человек может постепенно терять свои черты и отдаляться от других людей, все больше принимая образ мышления пришельцев. Так что же такое человек и где же грань? Для начала разработчики вынесли за скобки любые физические улучшения, потому что про влияние таких апгрейдов на человеческую природу уже высказалось множество киберпанк-произведений. Во-вторых, они уточнили, что сами по себе умственные способности еще не определяют человечность. Компьютеры давно научились обыгрывать людей в различные игры, у них несравнимо лучшая скорость реакции и способность к вычислениям. В итоге людям остается именно нравственная среда, то, как мы принимаем решения. И чтобы разграничить человеческий и чужой разум, Arkane Studios прибегли к самой известной моральной дилемме – проблеме вагонетки.
Тяжелая неуправляемая вагонетка несется по рельсам. На ее пути находится 5 человек, привязанные к рельсам сумасшедшим философом. К счастью, вы можете переключить стрелку, и тогда вагонетка поедет по другому, запасному пути. К несчастью, на запасном пути находится один человек, также привязанный к рельсам. Каковы ваши действия? Дилемма призвана продемонстрировать различия между утилитарной и деонтологической этикой. Утилитаризм оценивает действия исключительно по последствиям и призывает человека принимать решения, приносящие больше пользы. Деонтологический же подход заставляет нас руководствоваться определенными правилами. Если упростить, то принцип прозвучит так: поступай по совести и будь что будет. Существует множество модификаций этой дилеммы, но самая значимая среди них – дилемма толстяка. Как и прежде, вагонетка несется по рельсам, к которым привязаны 5 человек. Вы находитесь на мосту, который проходит над рельсами. У вас есть возможность остановить вагонетку, бросив на пути что-нибудь тяжелое. Рядом с вами находится толстый человек, и единственная возможность остановить вагонетку – столкнуть его с моста на пути. Каковы ваши действия? Такой вариант ощутимо усложняет дилемму. Если прежде человек не нес ответственности за смерти других людей, обреченных экспериментатором, то во втором случае он непосредственно убивает невинного человека, самостоятельно толкая его под рельсы поезда. Именно в этой формулировке Прей задает игроку дилемму в начале игры, добавляя третью опцию – прыгнуть под поезд самому. Опросы и исследования показали, что убийство толстяка для большинства опрошенных что-то немыслимое и отвратительное, а вот повернуть стрелку в первом варианте для них же проще простого. Все это приводит к парадоксу, если мы попробуем оценить действия испытуемых согласно практической, утилитарной морали. Ведь результат один и тот же – 5 человек спасены ценой одной жизни. Почему первый вариант для большинства приемлемый, а второй аморальный? И какое же решение в итоге верное? Этими вопросами дилемма затрагивает фундаментальную проблему морали. Мораль утверждает, что существуют злые и добрые решения, правильные и неправильные, нравственные и безнравственные. Не имеет значения, выставлены критерии правильности Богом, заложены природой или определены общественным договором. Люди должны руководствоваться общими правилами для существования цивилизации. Собственно, любое действие может быть нравственным и безнравственным. Отличить первое от второго бывает достаточно сложно, особенно учитывая, что результат большинства действий непредсказуем. За столетия появилось много разных концепций, позволяющих поступить правильно в подобной серой ситуации. Возможно, самая значимая среди них – доктрина двойного эффекта, предложенная 700 лет назад философом Фомой Аквинским в «Сумме теологии». Согласно концепции, чтобы действие считалось правильным и неправильным, оно должно отвечать нескольким критериям. Действие должно приводить к общему положительному или нейтральному результату. В обоих примерах с вагонеткой испытуемый спасает 5 человек. Позитивный эффект должен перевешивать негативный. Снова оба результата спасают 5 жизней ценой одной. Человек обязан иметь благие намерения. Нельзя убить человека только потому, что нравится убивать, и оправдать это благом для 5. Действия человека не должны непосредственно приводить к негативному эффекту. Нельзя благой целью оправдать злые поступки. Именно в последнем критерии отличаются 2 мысленных эксперимента с вагонеткой. Доктрина двойного эффекта разрешает спасти 5 жизней, позволив одному человеку умереть вместо них, но запрещает непосредственно убивать ни в чем не повинного толстяка. Как бы условно концепция не звучала, именно на ней основываются почти все правовые нормы современной цивилизации. Например, на основе идеи Аквинского разработана концепция допустимости самообороны или правила ведения войны. Например, множество стран осуждают бомбардировки мирного населения с целью устрашения, но в то же время не возражают против побочных потерь от бомбардировок вражеских укреплений. Несмотря на широкое применение этой концепции, приверженцы утилитарной морали не видят разницы, почему одно действие лучше другого, если их последствия одинаковы. Как результат, философы долго пытались понять, откуда берутся представления о морали, на чем они базируются и почему человек интуитивно им доверяет. Иммануил Кант еще в XVIII веке предположил, что наши представления о добре и зле – следствие мышления, разумного суждения, что Homo sapiens использовали умственные способности ради просветления и сами создали для себя определенные правила. С тех пор обрела популярность мысль, что мораль и нравственность приходят вместе с рациональностью, что любой просвещенный разум рано или поздно придет к универсальным, общим правилам морали. Отсюда и пошло
распространенное мнение: если мы встретим в космосе разумную жизнь, то ее ценности будут совпадать с нашими, и мы быстро найдем общий язык. Arkane Studios эту теорию не поддержали, намеренно придумав абсолютно бесчеловечных тифонов. Все потому, что нейробиологические исследования 21 века доказали, что такой ход мысли ошибочный. На сегодняшний день эксперименты показали, что для животных характерны моральные качества, которые раньше считались продуктом разума. Так, шимпанзе склонны поощрять бескорыстные действия и изолировать тех, кто поступает эгоистично. А львы в прайде могут проявлять альтруизм, если того требуют обстоятельства. Одни эти факты ставят крест на теории, что нравственность возникла благодаря разумным суждениям и присуща только человеку. Но особенно интересно исследование нейробиолога Джошуа Грина, который уже несколько десятков лет изучает физиологические основы морали. Профессор изучает коннектомы, срезы активности мозга. Интересно, что именно по принципу коннектом устроены нейромоды в Prey. Исследования Грина развенчали множество гипотез о нравственности и доказали, что во многом понятия о морали врожденные. Если говорить точнее, то за разные моральные решения отвечают разные структуры мозга, и не существует универсального морального компаса. В частности, ученый опрашивал испытуемых, как они поступят в проблеме вагонетки, и смотрел, какие зоны мозга активируются. Так, например, если стоит выбор между повернуть стрелку рельс и ничего не делать, активируется аналитическая, безразличная часть нейронной коры. Решение примет та же часть мозга, что отвечает, что мне поесть на завтрак, или поехать мне на автобусе или на такси. Но если речь заходит о непосредственном действии, как, например, столкнуть толстяка на рельсы, активируется часть коры, отвечающая за сильные эмоции. Это становится личным решением, поэтому возникают и разные результаты. Джошуа Грин выдвинул гипотезу двойной обработки. За деонтологические, совестные решения отвечают участки, обеспечивающие автоматический эмоциональный отклик, а за расчетливые, взвешенные – аналитическая часть мозга. То есть наше моральное решение зависит от того, касается ли нас ситуация лично или нет. Возможно, всему виной так называемые зеркальные нейроны, отвечающие за эмпатию и заставляющие нас сопереживать толстяку. На основе исследований Грина можно сделать вывод, что то, что мы называем моралью, всего лишь эволюционный механизм, призванный защитить человечество как биологический вид. Мораль развивалась как решение проблемы кооперации, как способ предотвращения трагедий общин. Она – психологическая адаптация, которая позволяет эгоистичным индивидуумам воспользоваться преимуществами кооперации. При этом ключевое значение придается именно эмпатии и сопереживанию близким людям, которое заставляет ставить их интересы выше интересов большинства. Кооперация развивается только если индивидуумы, склонные к сотрудничеству, побеждают тех, что нет. Поэтому если мораль – это способ адаптации, мы нравственны только потому, что наши моральные предки выиграли у их менее сговорчивых сородичей. Поэтому мораль как способ адаптации не только заставляет ставить «мы» выше в приоритете, чем «я», но и мы выше, чем они. Семейная любовь не просто теплая и уютная вещь. Это стратегический биологический принцип, часть механизма морали, который позволяет генетически близким особям получать преимущество от кооперации. Таким образом, мораль, которую мы считали особенностями нашей культуры и результатом разумных суждений, оказывается еще одной биологической особенностью нашего вида. Неизвестно, читали ли разработчики Prey труды Джошуа Грина или сами к этому пришли, но в игре проблема вагонетки используется с той же самой целью – продемонстрировать, что эмпатия и нравственность оказываются отличительными врожденными чертами людей. По большому счету, вся Prey и есть тест на проблему вагонетки. Инопланетное вторжение – смертоносный поезд, 5 человек на рельсах, население Земли, которое может погибнуть, если не уничтожить все живое на станции. Так что разрушение Талос-1 математически оправдано. Вопрос в том, готов ли так поступить Морган Ю. Одно дело потянуть рычаг, это просто безразлично и безэмоционально. Но готов ли главный герой ради человечества толкнуть толстяка, убить родного брата, по совместительству директора станции, всех своих друзей и знакомых?
Детальнее, чем обо всем другом, Прей рассказывает о личности Моргана Ю. Каждый месяц, вплоть до катастрофы, он устанавливал себе все больше нейромодов и все больше становился похожим на пришельца. Каждый месяц он писал дневник, а тест вагонетки контролировал, не слишком ли далеко герой зашел. Символично, что сначала Ю руководствовался лишь альтруистическими побуждениями. Он хотел улучшить жизнь будущим поколениям. Спустя какое-то время он стал более жестоким и замкнутым, и его знакомые начали сомневаться, все ли с ним хорошо. А к началу игры Ю уже был готов уничтожить станцию и убить всех близких людей. Ты должен уничтожить Талос-1. Разработки, Тифонов, вообще все. Тут стоит вспомнить о Тифонах, пришельцах, на основе которых созданы нейромоды. У них нет зеркальных нейронов, а потому сострадание им неведомо. Поскольку оно неотъемлемая часть нашей нравственности, можно сказать, что они не способны к добрым и злым поступкам, а просто поступают рационально. Тифоны прописаны достаточно оригинально и подробно, хотя подобные концепции пришельцев уже были. Достаточно вспомнить ложную слепоту Питера Уотса. Но все же они в игре лишь фон для центральной истории. В Prey игрок постоянно сталкивается с выбором, который так или иначе бросает вызов его человечности. Сначала он встречает запертого в камере для испытаний маньяка-злодея. Герой может позволить ему умереть и получить несколько дополнительных улучшений, а может из чувства сострадания его отпустить. Дальше игра предложит сбежать со станции, оставив всех остальных в беде, а следующий выбор заставит решить судьбу шаттла Адвент, который несет к Земле уцелевших людей и, возможно, несколько Тифонов. Морган Ю будет постоянно встречать на своем пути выживших, и игра даст возможность их выручить, отбить атаку пришельцев на блокпост охраны, найти лекарство для больного инженера, вытащить из передряги ученого. По-человечески хочется всем этим людям помочь, но какой в этом смысл, если Морган должен сдержать вторжение на Землю и уничтожить станцию вместе со всеми? Именно такие вопросы задает Prey. В конце концов выясняется, что все события – личный тест для главного героя, что все его решения можно свести к двум. Одни абсолютно логичные, правильные, рациональные, а вторые продиктованные эмпатией, странной привязанностью к другим людям, оказавшимся на станции вместе с Морганом Ю. Пусть у них самих куча скелетов в шкафу. Подводя итоги, не в ДНК, не в логике, не в способности мыслить и поступать разумно, а именно в сопереживании авторы видят ту грань, которая отделяет человеческий разум от любого другого. Prey рассказывает в первую очередь не о чужом разуме, а о наших собственных эмоциях, переживаниях, альтруизме, сострадании, понятии добра и зла. Вполне вероятно, что все эти качества не продукт нашей культуры, а лишь возникшие в результате эволюции психологические уловки, которые бессознательно корректируют наше поведение и влияют на наши действия. В какой-то мере они даже противоречат логике и простому расчету. Ведь можно представить разумное существо, лишенное всех этих черт. Но в то же время это все то, что выделяет нас как вид, определяет, что такое человечность в противовес простой математике. Трансгуманисты склонны считать, что это все лишь сдерживает наше развитие, но, возможно, эти вещи не стоит выбрасывать и руководствоваться чистой математикой, ведь эмпатия и альтруизм еще и защитные механизмы, сохранившие нас как биологический вид. Многие произведения космической фантастики и киберпанка поднимали тему человечности, но Prey, кажется, на сегодняшний день зашла дальше всех. Разработчики подняли все насущные проблемы трансгуманизма, от физических улучшений до расширения возможностей разума, но в итоге свели человечность к вопросам морали. Prey четко показала, насколько на наши сознательные решения влияет наша природа, эмоции и личная привязанность. Пускай это всего лишь древние биологические защитные механизмы. Такова наша человечность, и насущный вопрос трансгуманизма – стоит ли нам ее сохранять? А заслуга авторов Prey в том, что они рассмотрели эти вопросы не с точки зрения теологии или философии, а опираясь на биологию, научные исследования, факты, которые можно проверить и принять. А значит, мы в любом случае стали ближе к истине. Мы перевернем мир, как когда-то. А с вами была команда ДТФ. Написал текст для этого ролика Андрей Лисяный, смонтировал Андрей Королев. Ставьте лайк, если почувствовали себя после ролика человеком. Или напишите коммент, если считаете, что зеркальные нейроны туфта и вообще вы тифон. Заходите на сайт ДТФ, чтобы поблагодарить автора донатом в комментариях, а также схлестнуться в полемике с другими уважаемыми философами. Пока!
ships.